Мы подъехали. И Николая Константиновича надо сюда принести. Короче, заказываем такси, мне надо человека. Кого посылаем? Брежнева? Либо Кулешова, либо Макса. Макс, давай ты съездишь. Брежнева. Вот этот телефон я сброшу на WhatsApp, ты привезешь просто эти на WhatsApp. Из этой типографии. Ну все, по-моему, вот Ирина Ивановна, Николай Константинович. Пломбир с миндалем. Жемчужина России. Подкрепиться очень хорошо. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, очень хорошо. Привет, привет, очень хорошо слышно. Можно, пожалуйста, вот это выключить? Это нас сбивает очень.
А уже снимаем, да? Ты сказал, что да, рек написан, уже горит. О, Евгений Михайлович. У нас получился так в этом году, что все интервью мы не брали у наших топовых спикеров, а совершенно в рабочем порядке. И сейчас уже происходит демонтаж, уже 6-й международный философский конгресс завершился, и мы уже просто свободно говорить. Это Артур Гельбинг, город Воронеж. Знаете, я, наверное, под какой-то звездой родился, потому что вот наш лидер, Евгения Михайловна, она шумит на всех. И я вначале, когда пришел еще в Воронеж, я думаю, блин, сейчас мне попадет, думаю, сейчас он достанет дробовик, и думаю, ну все, мне пришел конец. Вот, я смотрю, а мне как-то везет, на меня почему-то, ну, почти не шумят, гораздо меньше, чем на остальных. Я такой думаю, ага, это неплохо. Вот, и... Спасибо. Да, спасся. Давайте обнимемся. О, из отпуска какие-то килоамперы какие-то проходят, вот эта божественная энергия. Добрый день. А вы из какого города приехали? Из Санкт-Петербурга. Мы очень рады. А как вас зовут? Александр. Я шучу. Я шучу, что я не знаю его. Это Александр Сергеевич Кулешов, город Санкт-Петербург, который практически 23,5 часа в сутки обслуживает всю деятельность фонда Теософия. Скажите, пожалуйста, вы живой доехали до Конгресса, и каким образом вам вообще удалось сохранить хоть какую-то форму и выжить первый день? Благодаря вам. Иначе это было бы просто неосуществимо. Как вы вообще выдержали этих почти 10 часов докладов? Конечно, хотелось бы узнать ваше впечатление об этом. Пару слов. Духовное развитие, я думаю, что нужно развивать, да, не только в рамках конгрессов, а мне кажется, нужно это в какие-то школьные программы внедрить. Вот вы знаете, здорово, да, приезжают молодые люди, они уже говорят такой перспективный план, что Конгресс это такое, как малое циклическое мероприятие, да, такое разовое, и оно, если и дает им импульс, но все равно оно не имеет такой определенной системы воспитания, как образование. И было бы здорово, если бы эти знания преподавали в школе. Такая мысль? Да, верно. И я вот прикоснулась к этому ближе и поняла, что я на правильном пути, и жизнь таким образом мне вот через таких замечательных людей просто показывает, вот он путь. Как вы выдержали ваши впечатления до монтажа, момент Конгресса, и вот сейчас происходит демонтаж, Конгресс завершился. Я хочу сказать, что где сердце, там и я. А сердце мое с Евгением Михайловым, с Владимиром Васильевичем. Огромное спасибо. Не будем мешать, с пакетиками дальше бежите упаковывать. Продолжаем демонтаж. Конгресс завершился. Вопрос, знаете, какой? Наталья вообще перед Конгрессом, она улетала в Сидней, в Австралию. И вдруг я понимаю, что книжная экспедиция, наша главная выставка Конгресса, она просто не может состояться без этого человека. И знаете, что человек делает? Он просто прилетает. Прилетает в Россию, прилетает на Конгресс, чтобы монтировать, чтобы эти коробки разбирать, чтобы встречать, чтобы работать на книжной экспедиции. Но вы не жалеете, что вы вообще сделали этот шаг, перелет из Австралии? Как можно жалеть, тем более я уже с вами уже не первый конгресс, уже срослась. Уже мы одна команда, своих не бросаем. Все. Владимир Васильевич, на одну секунду. Мы у всех почти взяли в таком рабочем порядке интервью. Зрители уже знают, что у нас рабочий момент. Мы берем в этом году на 6-м международном конгрессе у людей, которые работают в самой внутренней части и концепции. Я знаю, что вы магнит, все знают это, что в принципе конгресс собираете вы своим сердцем. Он был очень тяжелый, но он состоялся. Как у вас по результатам? Все должно, как семя, должно набухнуть вначале. Все это скрывается пока под землей или под коркой сознания. Но постепенно это все взрастет и даст свои плоды. Конгресс завершился. Слушай, я прямо на коленях уже стою, практически перед Кулешовым. Да, и мы демонтируем вместе. Скажи, пожалуйста, конгресс завершился. Он же чем-то отличался, этот конгресс, от всех остальных, да? Это же впервые мы посвятили вообще человеку, русскому теософу этот конгресс. Отличался, по моим ощущениям, что-то теплое. Несмотря на то, что в Нижнем Новгороде какая-то зима сумасшедшая, тут все во льду, но при этом сам конгресс, он кажется вот таким теплым. Добрый день. На одну секундочку. Я знаю, что демонтаж. Только что завершился конгресс.
Это две великолепные девушки, которые, в принципе, сделали этот конгресс, потому что они встречали всех делегатов, они регистрировали, они как главенствующее звено здесь с ними курировали и так далее. Ваши впечатления от дней подготовки самого конгресса и завершения? Для меня был это такой опыт попробовать себя в роли администратора. Все было волнительно, но в то же время и радостно, и попробовать себя вот в другом амплуа, и поэтому мне все очень понравилось. Конгресс прошел просто замечательно. Ольга Кальнина. Огромное спасибо, Оля, что вообще ты есть. Это такое разумное звено нашего конгресса, регулирующее некоторые процессы. Чем вы держитесь? Как прошли дни подготовки? Ну, на самом деле, я не ощутила такого какого-то гонок. Может быть, и наша задача была несколько другой, и мы сохраняли в себе радостное ощущение конгресса от первого дня до последнего. Я вообще не устала, у меня все прошло как праздник. Это мое личное ощущение, поэтому усталости никакой. Для меня удивительно, знаете что? Что Георгий Георгиевич, уважаемый спикер конгресса международного уровня, которого знает уже весь мир, он приезжает на 3 дня раньше, чтобы заниматься монтажом конгресса, распаковывать, таскать, мыть. Я знаю, что вы вымыли пресс-волл. Да, это была очень важная и полезная работа для конгресса. Да, вот то, что я приезжаю на 3 дня раньше, это была единственная правда про меня. Из того, что сказала Евгения Михайловна, я держу кулаки за этих ребят. Я понимаю, что это все непросто, на них очень много держится. И вот эта небольшая, узкая, крепкая, могучая кучка, которая вытягивает колоссальные мероприятия, им, конечно, вот тут действительно земной поклон, а мы это так. На чем и держимся. Каждый исполняет свою задачу. Единая команда. Огромное спасибо. До встречи в Москве. Есть один человек, который всегда остается за кадром, который держит всю техническую часть. Этот один человек, которого я могу слушаться. Я не могу никого слушаться, вот я вам честно скажу. Потому что всегда так, как мне надо. Но есть один человек, который говорит, как надо, я все замолкаю. Этот человек Максим Егоров. Максим, добрый день. Ощущение этого конгресса, как все было, как прошло до этого, во время и после. По-технически было лучше, чем раньше. С опытом набираемся, и поэтому, надеюсь, в Москве будет идеально все. Александр Джабарович Брежнев. Сегодня он один из главных помощников. Твое ощущение конгресса, ну столько всего было, столько с тобой связано. Год тигра непростой, нас тоже трясло здесь, но мы подтанцовывали, и у нас все получилось. Конгресс, я бы сказала, очень такой проблемный, потому что иностранцы подняли и задели нас очень и очень. Но я скажу честно, ну, может быть, вы вырежете этот кусок. Он нас очень уколол, этот немец, в том плане, что теософы не выступают по острым проблемам. Владимир Анатольевич Баканов, он соединял многие познания в себе и людям выдал в этой форме калачакры. Надо только изучать, следовать этому, и получится дальнейшее развитие. Наши топовые докладчики. Господин, да не надо, вы видите, я уже в каком виде? У нас вообще демонтаж. Он хорошо. Ну хорошо, вот так. Вот видите, как преображаются у нас докладчики из рабочего состояния в торжественное, да. Господин Турлей, господин Вольнов, безумно рада вас всегда видеть. Вы всегда на улыбке, вы всегда на позитиве. Я знаю, что вы-то приехали, вы не участвовали у нас в демонтаже, вы не таскали тяжелые вещи. Да, вы вообще пришли на все готовенькое. Единственное, кому не повезло в этой истории, это Егору Турлею, потому что именно этот человек ночью из Гонконга забирал камни экспозиции Виктора Тузлукова и привез их сюда, в Нижний Новгород. Я уж не буду говорить, как это было, но он это сделал. Огромное спасибо. Ваше впечатление? Ну, как все прошло-то? Да. Ну что, мы ставим важную тему времени. Мы долгое время развивались через пространство. Пространство кончилось, условно говоря, да? Ну и вот эти кайросы, которые простреливают, соединяют с собой миры, соединяют физическое плотное и разуплотненное тонкое, психическое.
Огромное спасибо. Это кандидат технических наук, господин Вольнов Илья Николаевич. Он нам здесь про времени, про Кайрос, а я уже не могу. Как вы в бассейне, вот я вчера вас встретила, да? Хорошо выглядели в бассейне? Сегодня пойдете? Да, сейчас пойдем как раз в бассейн. А... Среда, вода, как мы понимаем, это символ астрального, тонкого плана. Вот мы сейчас как бы были в некотором в ментальном и физическом. Сейчас пойдем в астральном побудем тоже немножко. Хорошо, а может быть вы кого-то еще пригласите из нас в бассейн? С удовольствием. Мы всех приглашаем вообще. Да? Вот он, настоящий океан Теософии. Просто когда заканчивается конгресс и все уходят в бассейн, то я, конечно, шучу. Такое мероприятие заряжает энергией. Бешеная энергетика – это самое главное достоинство этого мероприятия. Наверное, цель его, в общем-то. Да. Огромное спасибо за такое впечатление. Все-таки, как удалось довести эти камни, и мы вообще все лицезрели, наконец-то, выставку Виктора Тузлукова «Мировое наследие», благодаря Егору Владимировичу Турлею. Я тоже очень переживал, что с ними произойдет, старался их не трясти, ну, чтобы они не вывалились с их подставок, как минимум. Только сейчас на конгрессе, уже рассматривая фильм о работе кемеровской группы, видя всякие лица, я понял, что Виктор Тузлуков — это вот тот самый человек с видео. Ясмина, привет! Я очень рада, что ты приехала. Вообще весь зал рад. Такое счастье было тебя увидеть. Скажи, как ты вообще предполагала, как все пройдет? Ты довольна или нет? Очень довольна. Будьте на связи, участвуйте во всех наших конкурсах, будем вас ждать. И давайте мы всем нашим зрителям помашем. Спасибо огромное. Она и проявляется через творчество, и через красоту. Созерцание – это действующая сила и мощь. Созерцательный человек, он действует, он творец. Что он созерцает? Красоту бытия, он ее слагает.